когда в 2004 году были найдены два обнимающихся скелета, похороненных рука об руку на территории современной Австрии, они считались любовниками из средневековых времен. Вместо этого современные научные методы теперь помогли археологам понять, что то, что они рассматривали, было первым задокументированным захоронением матери и дочери римской эпохи в Австрии. Фактически, могилы появились почти на 500 лет раньше, и датируются 2 или 3 веком нашей эры. И, чтобы немного запутать, там тоже есть лошадь. Раскопки, открытия и изменения повествования. Первоначально обнаруженная в 2004 году во время строительных работ возле восточного могильника древнеримского города Авилава, современный Вельс в Верхней Австрии, предполагаемое средневековое захоронение стало предметом нового исследования, опубликованного учеными из Венского университета. Их находки, датирующие захоронение 1800 лет назад, были зафиксированы в журнале археологической науки. Археологи обнаружили 3 комплекта скелетных останков, 2 людей и 1 лошади. Их сопровождают 2 красивых золотых кулона в форме колеса и полумесяца. Правая рука одного человека лежала на плече другого, что указывало на глубокую социальную и эмоциональную связь между ними. Первоначально захоронение было предварительно идентифицировано как баварское, датируемое 6-7 веками нашей эры. Эта классификация была основана на нескольких факторах: глубине могилы, ее ориентации с запада на восток, обычная черта баварских захоронений и исторических записях, указывающих на присутствие германских баварцев в этом регионе в начале VII века, согласно данным прессы выпускать. Для цели исследования исследователи провели тщательное повторное исследование останков с использованием остеологических исследований, радиоуглеродного датирования, анализа древней ДНК и визуального осмотра. Их результаты показали, что кости принадлежали людям в возрасте от 20 до 25 лет и от 40 до 60 лет, что указывает на то, что они жили около 200 года нашей эры, когда этот регион был частью Римской империи. Удивительно, но благодаря анатомическому анализу оба человеческих скелета были идентифицированы как женские. Последующий анализ ДНК подтвердил их биологический женский статус и показал, что они были родственниками первой степени, что позволяет предположить, что они были либо сестрами, либо парой мать и дочь. Многие ученые, не участвовавшие в исследовании, указывают на последнее, особенно в свете очевидного 15-20-летнего разрыва между двумя телами. Это первое генетически доказанное захоронение матери и дочери в Австрии во времена Римской империи, рассказала Life Science старший автор исследования Сильвия Кирхенгест, профессор эволюционной антропологии Венского университета. Мы также опровергаем давние заблуждения относительно характера и отношений между двумя людьми. Неримские элиты, могли ли они быть кельтами? Наличие лошади и золотых подвесок убедительно свидетельствует о том, что женщины имели высокий социальный статус и, вероятно, не принадлежали к римской элите. По словам Доминика Хадманна, ведущего автора исследования археолога Венского университета, римлян крайне редко хоронят вместе с лошадьми, поскольку они не считались лошадиными людьми. Он предположил, что эти 2 человека, вероятно, принадлежали к кельтской культуре, сохранившейся во времена Римской империи. Известно, что кельты часто хоронили лошадей вместе с их владельцами в высокостатусных захоронениях. Точная предыстория двойного захоронения не ясна. Ученые предполагают, что оба могли умереть от болезни одновременно и, согласно традиции позднего Железного века, были похоронены вместе со своей лошадью. У пожилого человека черты скелета могут указывать на частую езду верхом. В конечном счете, это исследование показывает огромный потенциал, который предлагает использование современных научных методов в сочетании с традиционными исследовательскими подходами для археологии в Римской Австрии, заключает пресс-релиз.